Дубль 50, мне кажется. Меня зовут Яна. Всем огромный привет. Сегодня 7 января. Я хочу записать вам итоги своего года без стартов, немножко поговорить про планы на следующий год. Это не будет классическое видео про итоги, где только законченные оформленные работы. У меня будет в первую очередь акцент на вот именно эту активность года без стартов. Я хочу рассказать про свои эмоции и рассказать, как было все это у девочек. То есть я, конечно, буду показывать процессы различные, финиши тоже, но больше это будет такое про эмоции и про результаты именно вот этого такого испытания года без стартов. Давайте начнем немножечко с цифр. И я напомню тем, кто забыл, или тем, кто меня смотрит вообще впервые, в чем заключалась идея года без стартов. Из названия понятно, что нельзя было стартовать, но мы сделали все-таки такое исключение. И каждая участница из тех, которые участвовали в таких строгих правилах, могла стартовать только 3 раза. 3 исключения в год. Да? Эти исключения были прописаны, то есть это не просто когда угодно, а были определенные правила. Только в день рождения один старт. Перенести его можно было только если заранее. Был старт один, вот, который хочу, не могу, просто если сейчас не стартану, вывалюсь из проекта. И 3-й старт был, когда какая-то уважительная причина. Либо на примету, либо участие в совместном отшиве и так далее и тому подобное. В целом, мне кажется, вот по прошествии уже времени, что правила были достаточно легкие, потому что у нас были различные серии. Можно было заявить серию из 50 маленьких милхилов. И, в общем-то, такие небольшие старты, они были. И, мне кажется, в целом было достаточно легко. Еще были девочки, которые участвовали вообще с запретом на старты, вот эти 3 старта, у них был 1 старт, и у них была идея того, что нужно выйти в 0. У них было немного процессов, и они хотели закончить их все. У нас было 50 участников, и вот из этих 50 участников до конца добрались всего 21 человек. 22 я написала, но потом девушка одна написала, что она в итоге в декабре не сдала отчет, потому что она настартовала. Я думала, она просто забыла. Значит, чуть позже мы поговорим еще про какие-то результаты именно в цифрах, да, чтобы не грузить вас цифрами, хочу чередовать немного, да. Что было у меня? У меня из 3 стартов случилось 2 старта, мы их тоже посмотрим, и финишей у меня случилось совсем немного, но хочу сказать, что я изначально не фокусировалась на том, что я не хочу стартовать, чтобы финишировать. Моя идея была в том, чтобы проверить вообще, смогу ли я не стартовать или стартовать вот ограниченное число раз, то есть 3 в год и больше ничего. Что я буду при этом чувствовать, как я буду относиться к новинкам и так далее. Поэтому я не фокусировалась на финишах, и финиши у меня были некоторые запланированы, которые я вам сегодня не покажу вот в прямом эфире. Возможно, у меня остались какие-то кадры, да, когда я их как раз закончила, потому что эти финиши я отправила маме, я вышивала их для мамы. Дело в том, что в начале года у меня в гостях была сестра, и, соответственно, она могла эти вышивки забрать, и поэтому я вышивала их с целью как раз-таки закончить их к определенному моменту, и чтобы отдать их сестре, она бы вручила маме. И это были мои первые финиши, они случились в апреле и в мае. То есть до апреля я там ничего не финишировала. Значит, первый мой финиш был это маковый венок от Ольги Князевой. Небольшая работа, я ее начала буквально в конце декабря, там чуть-чуть надкусила и практически полностью вышивала ее в течение года 2023-го. Это был первый финиш, а второй финиш это был круг с тыквами
или с тыквой одной, не помню. Ну, вы наверняка видите на экране кадры. Это тоже работа была для мамы. Я уже вышивала до этого давно и давно отправила уже маме мальвы. А вот в этот раз вышила вот эту работу. И она была выполнена где-то там процентов на 30, наверное, в начале года. И я ее вот заканчивала, в мае закончила, все вручила и отдала, сестра увезла. И вот с апреля у меня так по старту, господи, что я говорю, по финишу в месяц плюс-минус получалось. Вообще, если говорить про итоговую количество финишей и какое количество работ у меня осталось, я в прошлом году делала такое, типа, давайте сделаем ставки, как вы думаете, сколько у меня останется? Я начинала год с 97 работами. 97% у меня было начато, и вот вы гадали. Я специально села смотреть, угадала ли кто-то количество на окончание 2023 года, и там были какие-то очень оптимистичные прогнозы. Самое близкое, ну, если не брать Викино предположение про 100, да, 97 у меня было начато, еще 3 можно было стартануть, в итоге 100. Но если не брать вот этот Викин прогноз, то самый такой близкий прогноз был 80. Но и он не сработал. У меня было 10 финишей. Там некоторые мы сейчас обговорим, как они стали финишами. Но вот то, что я посчитала, то, что я закрыла в своей таблице, это 10 финишей. И, соответственно, с 97 работ я ушла в 89. Почему? У меня было 10 финишей и 2 старта. Давайте посмотрим все-таки финиши. Значит, у меня все финиши были достаточно небольшие. Вы видели маковый венок, он достаточно маленький. Я не выписывала, сколько там крестиков общая сумма, но они, на мой взгляд, небольшие работы. Майки совсем маленькие, осенний вот этот вот круг от Ланкевич, он побольше. Еще у меня была работа вот анимоны. Анимоны я тоже заканчивала работу, которая была начата в, по-моему, 2020 году. Она была неплохо продвинута, там что-то типа 45, что ли, процентов. Опять-таки, это не точно, это я вот по моим воспоминаниям. И вот у меня закончился такой букетик. Это работа по схеме Алены Савченко. Я уже вышла, ну вот это получается 3-й букет. Я закончила от Алены, и, пожалуй, я насытилась этими букетами. Я не очень люблю вышивать цветы в целом, но вот была какая-то такая у меня идея, что мне нравится несколько букетов. У меня еще есть в запасах пионы от Алены Савченко и еще один осенний букет, но уже не от Савченко, а от Полуэктовой. И вот я думаю о том, чтобы начать букет от Полуэктовой, но пока только думаю. Значит, вот 3-й старт, да, получается. Символ года я вышла, это кролик от Мика. Он небольшой, здесь что-то типа меньше 5000 крестиков, и вышивался он в целом несложно. Да, я очень люблю этих зверушек. Это уже, наверное, какая-нибудь 5-я, что ли, зверушка. У меня вышитая, вот за мной стоит барашек. Волка я подарила, лис я подарила, единорог вышит. Ну, вот, наверное, 5-й, да, заяц. Хотя, возможно, я кого-то забыла. Такой вот чудесный. Думаю тоже о том, что неплохо бы к следующему году, к уже наступившему 24 году, новую игрушечку начать. Следующий финиш у меня был какой-то прям вот многострадальный. Хотя на момент, когда я брала эту работу, мне оставалось... То есть я вышила вот все, что касалось земли. И, казалось бы, оставалось вот это вот море, небо, которые, во-первых, моих любимых цветов, во-вторых, кажется, что там такое, да, попроще зашив. Но нет, почему-то вот я переживала, страдала, что все-то у меня как-то не так. Я не знаю, как вам видится спереди эта работа, сзади мне кажется, что круг как будто бы деформирован, хотя я здесь не ошибалась. У меня такое ощущение, что вот он как будто бы вот сюда
типа яйцом, но вот здесь сужается. Возможно, просто надо ткань немножечко поправить. И это я вышивала на Мурана. И вот, несмотря на то, что работа небольшая, как-то помню я, что мне тяжело, очень тяжело давался финиш. Хотя оставалось там, я помню, совсем чуть-чуть, но вот я как-то все страдала. Вот такой финиш, это получается 5-й финиш. Один из моих, не один, это самый любимый финиш этого года. И это вот такая красота. Она в кошачьих волосах, естественно, потому что ничего я не могу сделать с черным цветом, как бы я там не отбирала. И, признаться честно, я не сильно отбирала. Работа еще не стирана, поэтому я не сильно заморачивалась с отбором волос, потому что я очень хочу эту работу оформить, и надеюсь, что мне это удастся в 2024 году. Удастся это в плане найдется время. Значит, мне было сложновато вышивать на черной основе. Это черная равномерка Линда Гамма. Я первый раз вышиваю именно на черной равномерке. И было сложновато, тем более, что здесь есть участки, где нужно отсчитывать, расстояние между вот этими одиночными, по сути, крестиками. Нужно было расстояние где-то тут отсчитывать и вот в огнях Парижа, между персонажем и луной. То есть вот в этих участках особенно было как-то сложно, страшно ошибиться. Понятно, что, наверное, ничего сильно бы не изменилось, если бы я здесь на глаз отступила. Но вот мне хотелось, чтобы все было пропорциональное и как задумано автором. Вот такая работа у меня получилась. Мне очень-очень нравится результат. И в процессе, несмотря на то, что было достаточно сложно из-за темной основы, было очень интересно. И вот небольшой, но очень-очень любимый мною финиш. Наверное, это та работа, которую я начинала на огромном энтузиазме и заканчивала на огромном энтузиазме. Это не всегда случается. Иногда работу я начинаю не на таком энтузиазме, заканчиваю еще более драматично или наоборот, начинаю с огромным энтузиазмом, а потом в процессе что-то идет не так. Вот с этой работой вот как начиналось, так и заканчивалось все по большой-большой любви. Следующая работа – это шмелик Луи. Я уже вышла тоже, по-моему, это 4-й шмелик Луи. Саночки я помню, винишко я помню и чаек. Возможно, что-то я не помню. Но вот этого я очень-очень ждала. Он осенний, осенняя тематика вышивки мне очень-очень нравится. И вот такой шмелик у меня появился. Я тоже думаю над оформлением этого и других шмеликов. Про других шмеликов я уже, в принципе, придумала, а вот про этого пока не придумала, как он будет оформляться и где будет у меня находиться, но вот один из моих самых любимых шмеликов Луи. Значит, я купила себе, в этом году вышло еще несколько шмелей, я выкупила 2 схемы, пока не начинала, подумаю. И еще у меня случились финиши серий. Вот это вот все были работы, которые, несмотря на то, что вот шмелик Луи, например, это серийная вышивка, там их несколько шмелей, я ее заявляла как одну работу. Я могу дальше не продолжать серию, могу продолжать, но вот в рамках года без стартов я могла закончить и не начинать больше ничего из этой серии. Опять-таки, зверушки в свитерах с кружкой, они тоже серийные, но вот я их заявляла как просто одна работа. Закончила и все. Другие работы были задуманы так, что я их в течение года вышиваю. И вот у меня вышились такие квадратики с такими чудесными овечками. И там задумано было это все как 12 квадратиков, каждая соответствует определенному месяцу, хотя месяц здесь не написано, а написано просто, например, любовь. Они соответствовали все-таки месяцам, потому что вот это, например, был 2-й квадратик, мы догадываемся, что это февраль, были какие-то новогодние, 1-й и последний. Сейчас мы все их вместе посмотрим по очереди. Вот у меня их все 12 я смогла вышить. Я их показывала, естественно, все. Давайте покажу вот так. Однажды я их... Вот это была январская, самая первая.
Однажды я их все оформлю. Значит, у меня была идея оформлять их все в подушечки. Все одинаковые подушечки сделать и, как-то комбинировать частями, выкладывать в какой-то... Вот у меня есть уголочек, где, например, сейчас я елку приспособила вот здесь для съемок, а так она у меня стоит в другом месте. И вокруг этой елочки тоже какие-то новогодние украшения лежат. Когда там нет Нового года, там стоит что-то другое, может быть, какие-то сухоцветы осенью, живые цветы весной, по-разному, да? И вот туда можно было бы выкладывать в корзиночку различные подушечки. Но маркетинг говорит, что только одни подушечки, скучно, сделай что-нибудь еще. Пусть это типа будет комбо, но что-нибудь еще. И вот я пока думаю, это последняя декабрьская подушечка. Вот. Я все вышивала нитками DMC. Это Little House Needleworks. И вот такие у меня чудесные 12 штук получились. Я их пока не стирала, не оформляла. Времени не было. Значит, и вот теперь я еще и про идею думаю, стоит ли, а у меня там в целом все уже примерно продумано было, и я хотела только ткань на задник определиться и купить. Ну вот теперь думаю, делать ли только подушечки или что-то еще. Может быть, у вас какие-то другие еще идеи по оформлению этих работ. Мне хочется их оформить во что-то прикладное, может быть, не только подушечки. Это вот одна серия у меня закончилась, да, и это, допустим, 7-я работа. Я ее всю считаю как одну, хотя можно было бы посчитать как 12. Не 7-я, а 8-я, простите. Еще у меня была серия заявлена с игрушками новогодними маленькими, и у меня была начата одна игрушка. Вот она оформилась кривенько, косо и криво, вот в такую вот фиговину. Значит, я когда-то давно смотрела, как оформляются пинкипы, и мне казалось, что я все прекрасно помню. Самый мой главный косяк был в том, что я забыла на вышитую работу сзади приклеить флизелин, а это равномерка турецкая, скользкая, ползущая и рассыпающаяся. И она, конечно, у меня, во-первых, постоянно съезжала туда, куда не надо, из центра, и при натяжке, да, появились какие-то вот здесь такие дырочки. В общем, я обстрадалась, хотя, конечно, это только моя вина, что я так все криво сделала. Я для себя поняла, что в декабре лучше ничего не оформлять, потому что это все идет, даже когда, казалось бы, время есть, все равно с какой-то нервозностью, потому что надо успеть до Нового года. Нет, лучше оформлять, там, я не знаю, в январе, вообще не в сезон, чем оформлять вот так. Значит, идея была у меня в том, что я несколько игрушек таких буду вышивать. Мне там нравятся сюжеты. Я добавляла туда от себя очень много. Нитки я подбирала сама. Анкор, бисер добавляла, металлик добавляла. Вот эту вот звезду присобачила. То есть сама вышивка-то мне очень нравится. А вот процесс оформления у меня нет абсолютно усидчивости. То есть у меня есть куча усидчивости на вышивку, но совсем нет усидчивости на оформление. Поэтому я, если вначале еще хоть как-то стараюсь, когда, например, я шнур пришивала, я вот тут вот ровненько старалась, а вот где-то с этого момента я устала, и это очень сильно видно. Значит, вот такая вот со мной беда. И я хотела, значит, несколько. Вы, наверное, вам кусочек виден двери. Это сборные такие, там домики еще есть, комнатки. И для одной из работ, вот у меня помимо двери есть еще фонарик новогодний, я хотела туда подушечки вышить маленькие, оформить. И вот у меня оформилась одна. Значит, здесь я накосячила все ровно точно так же, потому что у меня изначально был вышит вот такой ангелочек. Я его села оформлять, опять-таки забыв, что нужно туда флизелин как-то уплотнить, да.
И, естественно, у меня все рассыпалось, и вот так вот и осталось. Поэтому потом я уже вспомнила вдруг об этом. То есть на моменте, когда я уже оформила игрушку, я все еще не догадывалась о том, что я что-то забыла. Мне просто казалось, что у меня кривые руки. Ну вот, память у меня тоже кривая. А вот здесь я уже все-таки сделала с уплотнителем, здесь ничего не рассыпалось, хотя тоже в плане криворукости тут можно поговорить об этом, но вот такой вот ангелочек у меня есть. И вот на этом ангелочке я поняла, что все, хватит с меня, больше никаких игрушек я шить не хочу, потому что оформление, вот подушечку еще оформить как-то более-менее я могу. Сшить шарики от Марины Хачановой я тоже могу, а вот совсем вот такое вот что-то маленькое и кропотливое как-то пока, по крайней мере, я к этому не готова, поэтому я решила, что все, с меня хватит, и, соответственно, эту серию я закрыла, хотя у меня вышел еще один ангелочек такой же точно, только вот в зеркальном отображении, потому что подразумевается, что должно быть 2 подушечки. Но вот, как вы видите, вторую подушечку я даже не стала собирать и решила, что все, хватит. Ну, я надеюсь, что я все-таки соберу ее попозже, вот немножко отойду от этого стресса и соберу вторую подушечку, и там уже подумаю, потому что игрушечки в целом маленькие, вот эти вот штучечки мне нравится вышивать. Может быть, я найду какого-то человека, который захочет их за меня собирать. Вот, значит, это еще одна серия закрылась, это 9, и 10 серия тоже у меня были курочки. Одна курочка у меня была вышита в прошлом году, надо было ее оформить, я ее сейчас не принесла, я ее просто в этом году оформила подушечку в игольницу, и вышла следующих курочек, вот они у меня такие чудесные получились, тоже их во что-то оформлю. Пока не оформила, но я решила, что типа хватит. Они полностью закончились, поэтому следующую неизвестно вообще, возьму ли я, начну или нет, поэтому эту серию с курочками я тоже пока закрыла. Захочется вышивать, открою снова. И вот это был, скажем так, 10-й финиш. С финишами все, как вы видите, немного, не богато, но я абсолютно не ставила себе целью финишировать активно в этом году. Что же я ставила себе целью и чего я добилась? В прошлом году я снимала видео, где я рассказала, в чем заключается мой год без стартов. Я вам рассказала это в начале видео, да, и вот мне хотелось в первую очередь продержаться и не стартовать. Я стартанула 2 раза, причем одну работу я знала, что я захочу старт в свой день рождения, такое что-то символическое про себя. Давайте, раз уж я про него заговорила, его и покажу. Это Баба-Яга от Совиного леса. Я в конце прошлого года познакомилась с Совиным лесом. Я его изначально немножечко опасалась, потому что до этого никогда не вышивала нитками секционного окрашивания. Мне казалось, что мне совершенно не понравится закрывать каждый крестик отдельно. Но вот прониклась, и у меня сейчас начато несколько работ от Совиного леса. И вот это вот Баба-Яга. Ну, понятно, что Яна, Яга, там очень многие ошибаются, когда печатают, да, им там автозамена исправляет и так далее. Ну и вообще чудеснейший персонаж, с которым я себя все-таки в какой-то мере ассоциирую. Поэтому мне очень понравилась и эта бабуля. Знаю, что у Совиного леса еще есть другая Баба-Яга, ее вышивала Ксюша Малинка. Но вот это мне понравилось больше, она не настолько яркая, та тоже прекрасная, но вот эту мне очень захотелось вышить. И в этом году сестра мне привезла нитки на нее, основу на нее, и я решила, что старт обязательно будет в мой день рождения. Я подразумевала, что это будет вот именно этот старт. Я думала о нем еще в декабре, или там, когда я только заказала, когда я узнала, что сестра приедет. Но не исключала того, что к октябрю, может быть, я увижу что-то еще более интересное, еще более, я не знаю, вдохновляющее. Но, как видите, нет. И начала я эту работу. Значит, эту работу я вышивала еще и в последние дни декабря. Я потом расскажу, почему именно это и почему не что-то другое. А второй старт мог бы вообще не случиться, потому что на день рождения я изначально думала о том, что я что-то буду вышивать,
А второй старт у меня случился в день рождения мамы, потому что я хочу вышить эту работу. Подразумевалось, что у меня сестра приедет. Так, сейчас я вам покажу, что это. Приедет, типа на разведку, а потом снова еще раз приедет. И что я хочу эту работу все-таки закончить и отправить ее маме, потому что это тоже будет для мамы. Вот это халапеньо «Золотые ручки». И я впервые, я второй раз переставляла пяльца. Вот я сейчас сняла второй раз, скажем так. И обнаружила, что, вот смотрите, сейчас я в четверо пополам и еще раз пополам, четверть. Покажу вам, смотрите, почти готовая четверть. Ну, на самом деле, здесь чуть больше 10% по саге. Но вот так вот в развороте уже очень даже внушительно выглядит. Значит, я начала эту работу в мае, в день рождения мамы. Хотелось бы мне, конечно, в мае этого года, то есть за год ее закончить. Но, как вы видите, много еще здесь вышивать. Здесь около 60 тысяч крестиков. Я вышла где-то... Ладно, я не буду врать, я не помню, сколько точно. Вот. Но, как вы видите, вот этот вот участок я вышивала. Вышиваю все на родной основе, на 18-й аиде, родными нитками. Все, мне нравится. Кое-что я здесь заменяю, но не в этом суть. Суть в том, что я брала эту работу 2 раза в месяц. И вот с мая вот так вот продвинулась. Она у меня была совершенно не основной. Это вот такая формула вышивать ее по 2 дня в месяц появилась спонтанно в процессе, и я очень довольна своими продвижениями. Я ее взяла тоже в декабре 2 раза. То есть вот как придумала в мае, так и придумалась. Ну, в мае, на самом деле, у меня получилось ее так вот взять 2 раза спонтанно, а потом я подумала, что неплохо бы 2 раза в месяц ее брать. Вот эти 2 старта, простите, у меня случились, а 3-й старт вообще не случился, и не случился он весьма легко, то есть это не то, что я себя в чем-то там ограничивала, говорила, что нет, очень хочется, но вот я не буду этого делать. Нет, вполне спокойно я без всего этого обошлась. Что еще изменилось за год, который я не стартовала? Я, во-первых, поняла, что мне в целом не нравится стартовать, потому что мне не нравится вот эта вот подготовка, выбор. Иногда это бывает, скажем так, очень органично, например, как с Бабой Ягой получилось. Я, в принципе, сразу поняла, что я хочу вышивать вот этими нитками от Совиного леса. И основу я, почему-то сразу поняла, какую я хочу. Это не рекомендованная Совиным лесом, это другая основа, это тоже лен 32 каунта, но другой немного оттенок. У меня почему-то все вот сразу сложилось, поэтому я не очень сильно переживала. Я просто посмотрела, какой мне нужен отрез, заказала я такой отрез на шелковой нити, и потом его просто обметала. А иногда я выбираю из того, что у меня есть, и это такие мучения, может быть, это, а лучше вот это. А вот этот отрез, там припуски остаются по 1 сантиметру. Хватит мне или не хватит? Вот это вот все я не очень люблю. Как оказалось. Хотя иногда, опять-таки, повторюсь, интересно, когда, например, я что-то придумала себе в голове и хочу сама покрасить основу, это какой-то вот отдельный вид творчества. Но иногда бывает, что это все просто нужно нарезать ткань, и вот нарезать ткань, обметать как-то мне проще скопом все начать, а потом брать. Это вот я поняла. И еще я поняла, что за этот год я перестала... В общем, я купила очень мало схем в этом году, и не потому, что я себя как-то ограничивала. Во-первых, изначально я думала, что если я не могу стартовать, то и покупать я, наверное, все-таки не буду вот так вот, чтобы просто. Потом захочется, пройдет год, захочется, куплю и стартану, когда надо. Просто чтобы в копилку не хочу. И как-то так получилось, что я смотрела на схемы другими вообще глазами из серии, что, если мне горит, прям вот я смотрю и понимаю, что она мне точно будет нравиться, эта схема, и точно будет нравиться и через год, и через 2 куплю. И вот таких схем оказалось совсем немного. Я из того, что я помню, я купила несколько схем Совиного леса.
Некоторые, причем на которые у меня уже были материалы. Что-то мне понравилось из новинок совиного леса, что-то мне подарили, что-то я сама купила. Это, да, как-то вот такая болезнь совиным лесом была. И я даже шутила в конце прошлого года, что надо 2024 год устраивать годом совиного леса. И действительно хочется вышивать их работы. Ну, хотя и другие тоже хочется вышивать. И из авторских схем, которые я вот раньше очень-очень любила, очень их много покупала, и у меня в большинстве своем авторские схемы, я поняла, что вдруг мне перестали нравиться практически все авторские схемы. Я из того, что купила, я помню 2 схемы Шмелика Луи, потому что мне, причем вышло больше, но вот мне понравилось только 2. Я взяла, ну, одна была бесплатная, а другую я купила схему у Ксюши Бамболы, но там прям вот по моей фотографии еще и схема, да, поэтому там как-то вот совсем все сложилось идеально. И да, вот, скажем так, мне хотелось ее, конечно, начать, но вот я продержалась, я поняла, что мне потом будет хотеться ее начать. И еще я взяла 2 схемы на фабрике желаний, причем это, скажем так, скорее привычка. Я обычно беру на фабрике желаний 2 схемы, и я вот выбрала 2 схемы, 2 иллюстрации. Одну, потому что у меня там изначально планы по тому, как можно изменить эту работу были, а еще одну, потому что мне иллюстрация понравилась, и дизайнер, которого я еще не пробовала, я попозже о ней скажу. Поэтому я подумала, что вот мне хотелось бы попробовать вышивать по схемам этого дизайнера, поэтому я ее взяла. Все. Может быть, я что-то еще покупала, но я этого даже не помню. Поэтому, и еще раз повторюсь, мне ничего не хотелось. При этом были какие-то схемы, например, выходили у Юли Золотовой, которой обычно мне хочется все скупить. Но вот в этом году получилось как-то иначе. Может быть, дизайнеры стали выбирать какие-то другие иллюстрации, может быть, у меня вкусы сменились, не знаю что. Ну вот, как-то так вышло, что я практически ничего не покупала из авторских схем. Но я стала как-то... Раньше мне ничего еще и не нравилось из наборов. То есть вот авторские мне почти все нравились, а наборы ничего не нравилось. А сейчас я как-то более внимательно отношусь к наборам, и становится более... Я не могу сказать, что хочется скупить все наборы, нет. Но в этом году там прибавилось, наверное, 3-4 набора, которые мне захотелось. Обычно там вообще не прибавляется. И это не только новинки, это и какие-то старые наборы, которые я вот увидела у кого-то, и они мне понравились. Вот такой вот у меня итог, наверное, по эмоциям. Что еще я планировала на год 2023? Я же не просто планировала не стартовать и не финишировать. У меня был один большой грандиозный план хорошо двигать, заранее зная, что будет работа непростая, географическую карту мира от Панны. Я эту работу хотела себе в коллекцию, не в коллекцию, а вышить именно с момента, как только она вышла. Вам наверняка обликуют, но вы наверняка знаете, как все это выглядит. И я ее долгое время не покупала осознанно, понимая, что это сложно, и, скорее всего, я, наверное, не смогу и так далее и тому подобное. И вот я ее не покупала, а потом я поняла, что все, я все-таки созрела, и я хочу эту работу. И мне ее подарили девочки, мои подружки из чата «Позитивные крестики». И я решила, что вот я морально созрела, и надо ее стартовать, и надо ее двигать. Я понимала, опять-таки, что будет сложно, и лучше двигать ее постепенно, не войдя в тот момент, когда ты смотришь на работу и понимаешь, что ты ее вообще видеть больше не можешь. К сожалению, у меня такое случается иногда с некоторыми работами, в том числе даже маленькими работами. Вот я вам показывала, да, один из финишей маковый, да, такой круг. Вот мне ее даже видеть не хотелось. И я не хочу, чтобы это случилось с картой мира, поэтому я запланировала себе двигаться постепенно, медленно, по 1000 крестиков и дойти до 55%. Сейчас будет сложно, но я дошла до 55%. Там буквально чуть-чуть, мне хотелось бы, конечно,
и побольше, но получилось вот 55%. Здесь какие-то... Это все еще рабочий процесс, как вы понимаете. Наверняка тут все не входит в кадр. Давайте вот, может быть, вот так. Я надеюсь, елка не сильно мешает. Но вот это выглядит уже грандиозно, хотя здесь чуть-чуть больше половины. Значит, вот то, что видно, уже все закончено, оно все закончено, но без бэкстича. То есть там есть частично бэк, но частично бэка нет. Сложного бэка нет бэка, который будет, различные линии, окантовка самого полушария, параллели медианы, вот это вот все, широта, долгота, да. Соответственно, этого нет, где-то нет надписей, потому что я их просто забыла. Вот. И, соответственно, я буду это вышивать уже после того, как постираю работу, потому что вот эти линии, они, конечно, могут провиснуть, и мне хотелось бы, чтобы это было все идеально. Значит, я сейчас разворачивала веселую историю. Значит, разворачивала, сейчас Маркитусу показываю, говорю, смотри, как это грандиозно выглядит. Он смотрит на меня и говорит: о, классно, да. Основу ты потом будешь тонировать после вышивки, что ли? Я так не... Можно было бы подумать, что Маркитус меня смотрит Сиба Стич. Но нет, это я ему рассказала, у меня был один новый старт, и я ему рассказала, что я вот начинаю на очень-очень белой основе, но потом, возможно, если мне прям совсем белоснежно не понравится, я ее затонирую. Уже после от этого и ниточки немножечко прокрасятся и так далее. И я это все увидела, да, как делают девочки на канале Сиба Стич. И мне понравилась идея и вообще результат и так далее. И вот я ему рассказывала. И он решил, что я ей карту мира затонирую, и говорит, что она недостаточно древней выглядит на этой основе. Я так на него посмотрела и хотела сказать, где же ты раньше был, что ж ты мне раньше это не сказал. Но я ему сказала, что она в процессе, пока я ее шью, сама запачкается до нужного оттенка. В общем, работа грандиозная. Я безумно горжусь собой, что я дошла до 55%. Я знаю, что есть люди, которые эту карту вышили за год. Да, привет моим девочкам из... года без стартов, по-моему, 2 девочки. Одна закончила, другая, по-моему, вышивает. Суть в том, что есть люди, которые заканчивают и за год, и за меньшее количество времени. Я понимаю, что это все реально, но вот для меня, с моим характером, с моей непостоянностью, я понимаю, что вот мой результат для меня тоже очень большое достижение. Я себя хвалю. Маркитус спросил у меня тоже, и вы наверняка задаетесь вопросом, будет ли финиш в 2024 году. Я не планирую финиш на 2024 год, и мы сейчас вот плавно сейчас перейдем к планам. Она прекрасная, да? Мне очень хотелось ее двигать дальше, но к декабрю, да, у меня было такое ощущение, что я от нее устала. В декабре я ее, по-моему, либо вообще не брала, либо брала совсем чуть-чуть. И устала я от нее. Я ее, когда разворачиваю, вот это вот все грандиозно, у меня снова возникает вот это ощущение, надо шить, потому что она прекрасна. Но в процессе, конечно, когда участки я вышиваю более сложные, особенно землю, у меня это чувство быстренько пропадает, потому что, знаете, сложно. Что не удалось? Потому что я вот так вот рассказываю, что все замечательно, вот это вот цели достигла, 55% на карте вышло, без стартов молодец. А еще одна цель у меня появилась в процессе года. Мне вдруг захотелось на всех своих 97% вышить хотя бы 1000. Вот чтобы каждый процесс продвинуть хотя бы на 1000. И получилось в итоге, что я за год хорошо продвинула вот карту мира, совсем мало финишировала, и другие работы, какие работы я продвигала хорошо, поэтому я их, видите, не принесла вам и не показываю все подряд, потому что вот мне захотелось каждую на 1000 продвинуть. Это было интересно, но вошла я в 2024 год с желанием что-то хорошо двигать. Не только карту мира, не только один процесс, а вот двигать и другие работы. Не все по чуть-чуть, а какие-то определенные, но существенно. Все равно я ни о чем не жалею, да, мне очень хотелось именно вот эту вот каждую работу на 1000 продвинуть, и я ее
эту цель, в общем-то, достигла, если не считать вот эти вот игрушечки, потому что там, чтобы 1000 вышить, надо было бы еще несколько игрушек вышить. Но поскольку я решила, что я больше вообще ничего не хочу знать об этих игрушках, то как бы я закончила серию, да, и вот до 1000 не дошла, потому что просто уже некуда было идти дальше. Поэтому я в этом плане считаю, что я справилась. И после того, как я закончила вот этот план, скажем так, да, этот пункт плана, я поняла, что единственное, что я хочу вышивать до конца года размеренно, это «Совиный лес», именно вот эту работу. Поэтому я последние дни двигала именно ее. Хотя у меня была идея и карту мира подвигать, и еще одну работу, которую я вам сейчас покажу, и, может быть, халапеньо, но в итоге я поняла, что вот душа у меня лежит именно в сторону этой работы, поэтому двигала я именно эту работу. Какую работу я считаю, что вот у меня был план, но вот я не достигла его. Я периодически у своих зрителей, у вас спрашивала, какую работу мне двигать к финишу. И последней работой, за которую проголосовали, чтобы я ее двигала к финишу, была «Золотая рыбка» от РТО. Я ее называю «Упоротый волк». Сейчас немножечко побликует опять, наверное. Давайте я достану, чтобы вдруг кто-то не видел. Вот чудесный упоротый волк. И я очень так бодренько начала. Она мне очень-очень нравится, эта работа. И тоже я начинала ее на огромном энтузиазме. Двигала тоже с идеей, что не хочу, чтобы заканчивалось, потому что они слишком прекрасные, слишком упоротые. Но вот что-то случилось. Что-то случилось, и я здесь застопорилась. И не то, чтобы я не хочу ее или что-то сложное, нет, просто почему-то, видите, причем в процессе где-то что-то я вышивала, вот иголку вставила, не дошила даже нитку, со мной очень редко такое случается. Я ее не распяливала, потому что нет. Она сверху, как вы понимаете, оба угла закончены, бэкстич там тоже вышит, все. Вот остается, по сути, не так уж и много. Я не помню, сколько здесь процентов, как я уже говорила, я прям совсем много цифр не несла. Ну вот так вот закончилось, и все. И не захотелось мне ее брать. Я обязательно, конечно, ее закончу в этом году, но в декабре мне ее брать не захотелось, поэтому я ее не закончила. Хотя план закончить в прошлом году у меня был. Вот такие итоги. Сейчас мы еще чуть-чуть поговорим про итоги, перейдем к планам. И хочу рассказать еще немного про девочек, которые тоже участвовали в годе без стартов. Я попросила написать, что, как, какие эмоции и так далее. У нас были люди, которые вылетели из проекта вот буквально в ноябре. Кто-то вылетел, как я уже говорила, в декабре нас стартовался. То есть бывало всякое. Знаю, что многие, те, кто дошел до финала, рады результатам, сократили количество и не планируют дальше множить процессы. Кто-то стартует вовсю. То есть совсем разные у нас люди участвовали. Изначально у нас в проект записалось 50 человек, до конца дошли 21. Как я уже говорила, причем из этих 21 человека 5 человек не потратили ни одну жизнь, то есть вообще не стартовали, вообще ничего. И были люди, которые записались на выход в ноль, да, то есть у них там было не очень много процессов, и они хотели их полностью закончить в 2023 году. И там из 7 человек осталось 3, и вот одна девочка закончила все свои начатые работы. У нас там было правило, что когда ты все работы закончишь начатые, можно начать до 3 одновременно. И вот она полностью справилась со всеми условиями. И раз уж мы заговорили про это, хочу сказать, что хочется мне объявить победителей. Значит, для меня, безусловно, победитель как раз Аня, которая закончила полностью все свои работы, вышла в ноль, да, по вот этим правилам. Значит, я потом с Аней спешусь, и мы разберемся с ее подарком. Из основных, кто был в годе старта в общих строгих правилах, для меня фаворитом стала Ира, которая очень много финишировала. Ну,
достаточно много, не все финишировала, да, и, по-моему, она не потратила ни одной жизни, тоже Ире я напишу, и мы с ней разберемся. А дальше у нас есть подарок от Ксюши, 2 набора она хочет подарить, и я написала всем судьям, чтобы мы вот выбрали какого-то человека, постарались как-то, может быть, объективно. Объективно сложно очень, да, потому что все девочки молодцы, все девочки вышивали, и опять-таки не было такой цели много финишировать и не стартовать, поэтому какой-то определенный критерий выбрать невозможно было, и все судьи проголосовали за разных людей, поэтому мы решили все-таки, я решила выбрать все это рандомно. Несмотря на то, что надо бы начать все по порядку, я начну с того, что попрошу Маркитиса достать, вот у меня тут заготовленные бумажечки, 2 бумажки, чтобы его потом отпустить, а потом я вам расскажу, для чего мы все это делаем. Пожалуйста, внимание, появляется рука Бога. Dos, mi amor, dos. Fuera. Bueno. ¿Es uno? Ok, 1. Bueno. Y el otro. Gracias. Так, вот, да. 2 бумажки, я их специально отложу. Вот в мусорничку свою положу. Мы потом посмотрим, что там, я расскажу, для чего все это было. Спасибо большое. Gracias. И вот вы видели кадры Маркитис у меня, я написала бумажечки. Из этих бумажечек в эти бумажечки я не включила себя и Ксюшу. Ксюшу, потому что это ее подарок. Странно было бы, если бы она сама себе дарила. И себя, потому что нечестно, наверное. Вот. Все равно меня никто не выбрал из судей. И, соответственно, здесь 2 бумажечки. Я решила, что будет честнее, если Маркитис выберет, он все равно не понимает, что тут написано. И кто эти люди. Значит, первый у нас победитель, игрок под номером 38, они вот у меня в таблице были под номерами, это Татьяна. И игрок номер 43, Юлия. Я ваши имена передам Ксюше, Ксюша с вами свяжется и вручит вам ваши подарки, отправит. Вот, год без стартов. Значит, девочки многие писали, что они закончили тоже скупать все подряд, потому что, не можешь стартовать, зачем покупать? В коллекцию уже покупаешь как-то более, наверное, больше анализируешь, что тебе нужно в коллекцию, а что не нужно, что сиюминутная такая блажь. Кто-то действительно финишировал, кто-то перестал вышивать. Не знаю, как это было связано, никто из девочек не написал, что это связано с тем, что нельзя стартовать, поэтому вообще какой-то интерес к вышивке пропал. Вроде нет, это связано с другими вещами, но были и такие участницы, которые за год практически ничего не вышивали. Поэтому у нас результаты разные, но мне было очень приятно с девочками провести время, обсуждать, подбадривать. Там были соблазнители, которые всячески показывали старты новые и так далее. Значит, что дальше? Дальше я решила, что пока я не сняла итоги, я могу уже стартовать. И я решила стартовать. Видели обложку видео? И это все мои новые старты. Значит, я сделала себе список того, что я хочу постартовать. То, что мне хочется, то, что я вот в течение года как-то смотрела, анализировала и вот прям хочу. Я хочу сказать одну такую глобальную вещь, которую я заметила в этом году. То ли это как-то повлияло на меня действительно год без стартов, то ли просто сменился вкус, то ли вот в этом году как-то мне было... то ли действительно карта мира на меня как-то повлияла с ее вот такой вот достаточно сложной вышивкой. Меня потянуло на примитивы. Причем на примитивы разные, не только там Савиного леса, вот такие работы, которые я вышивала, как овечки и так далее. Вот очень хочется вышивать что-то такое с минимальным количеством ниток. Вот часто... Бывает, что не нравится. Раньше мне казалось, что фон как-то штопать одним цветом не так уж и весело. А сейчас, там понятно, что примитивы это не фон одним цветом, но, тем не менее, мне даже сейчас фон одним цветом кажется какой-то прелестью. Значит, что я
стартовала. Сейчас вы поймете, почему я говорила про фон одним цветом. Значит, я выписала сначала себе все, что я хочу стартануть, смотрела там свою сагу, свои запасы и так далее. И потом уже что-то оттуда убирала. Что-то убирала из-за того, что не так уж сильно я это и хочу. Что-то я убирала из-за того, что у меня нет всех материалов, и уж лучше я потом стартану. Но я настолько, что я хочу вот сейчас все настартовать, и опять в течение года, либо по минимуму стартовать, либо не стартовать. Плюс я придумала себе еще новую активность. Я про нее особо не собиралась говорить на канале, но все разболтала. Ксюша Малинина, привет тебе, Ксюшечка. Ксюша, наверное, не знала, что я не хочу очень сильно афишировать. Почему? Я придумала... Это будет в следующей серии, в следующем выпуске. Но, в общем, я придумала игру, и вот в этой игре тоже как-то надо будет ограничено. Я сейчас не буду об этом сильно подробно говорить. Это будет в следующем сезоне. Значит, что я все-таки решила стартовать? У меня часто так бывает, что я хочу попробовать что-то новое. И я решила пробовать что-то новое. Давайте я начну все-таки что-то новое, но с самого первого моего старта. Самый главный старт у меня был вот этот. Очень интересно, узнаете вы это или нет. Вот. Дальше тут все будет коричневым, другим коричневым, прям вот все коричневым. Может быть, кто-то узнал, может быть, кто подписан на телеграм-канал, узнал. Сейчас будет. И это вот золотое руно, дама с горностаем, да, по картине да Винчи. И я начала из этого угла. Я надеюсь, вам не сильно бликует, не хочу доставать. И тут вот все коричневым дальше. Узоры светло-коричневым, все остальное темно-коричневым. Но я очень хочу эту дамочку продвигать. Вышиваю на родной основе. Я решила ничего не менять, поэтому вышивать фон, потому что именно фон мне тоже нравится. Мне нравятся вот эти вот узоры, что я специально искала себе работу, потому что видела где-то, где вышивается как раз на темном, и фон, я хочу прямо, чтобы как в картине, чтобы эти узоры как в картине, поэтому вот так вот. Плюс я никогда не вышивала золотое руно, и вот у меня, опять-таки, что-то новое, новый набор. Хотя я вообще думала, что как бы наборы, мне их и так очень много начато, надо хоть что-нибудь сократить. Но в итоге я начала 2 аж набора. Второй набор – это овен. Очень многие вышивают на YouTube, и вообще из моих подруг овен, а я никогда не пробовала, и мне очень-очень хотелось. И я себе купила, вот, сестра привезла в прошлом году, французский натюрморт. Мне у овна, наверное, все-таки эта работа больше всего нравилась, раз я ее купила, да. И я здесь думала про основу. Я заменила основу. Я изначально думала, что я буду заменять основу, потому что там идет Аида. На Аиде мне вышивать совершенно точно не хотелось. И я знаю, что Вика Abercross Stitch вышла эту работу. По-моему, она закончила. И она заменяла здесь фон на такой натуральный. Потом переживала, что там в бутылке... Я не буду доставать, потому что очень шуршащая, она очень как-то сложно открывается. Здесь бутылки вот эти вот беленькие, это просто вообще не зашивается. Поэтому Вике пришлось это зашивать белым, чтобы не просвечивало вот это вот коричневатый, да, такой бежевый оттенок. Но поскольку я посмотрела, что часть бутылки еще и вышивается в одну нить, то есть там идея в том, чтобы светилось, я все-таки решила оставить белую основу. Но у меня не белоснежная белая основа. Я вообще сначала хотела на Мурано вышивать, а потом подумала, что не хочу я на Мурано и хочу на льне. И взяла белый лен, но он не белоснежный, а такой типа Antique White. По-моему, 101 номер. И вот сохранила я аккаунт, потому что на 16-й Аиде в оригинале вышивается, а у меня, соответственно, 32-й лен. Вот уже начала кусок сыра. И где-то 500 с лишним крестиков здесь вышила. Значит, что еще? Дальше я выписала себе кучу всяких примитивов, которые я хочу вышивать. И вот один из примитивов, это вышли новые игольницы от Совиного леса. Я решила, что мне надо. Нитки здесь не оригинальные Совиного леса, я беру подбором своим. Ну, там не очень много с переходом, в частности, в этой, видите, я белым цветом уже все вышила. И мне захотелось очень попробовать равномерку, она блестит.
Это с люрексом равномеркой и 25 каунта. Соответственно, я подумала, что никогда не вышивала на 25-м каунте. Видела, как Ксюша Малинина как раз-таки рассказывает, что чудесная основа, что ничего на ней не светит. Ну, на мой вкус снеговики светят, потому что белые... Ну, я там еще сейчас покажу кое-что на 25-м тоже начала, и там мне не светит. Но тут меня не смущает то, что светит, потому что она такая примитивненькая, и даже в этом какая-то есть прелесть. Поэтому вот тут уже достаточно много вышито. Что еще? Еще про примитивы и еще про 25-й каунт. Мне, по-моему, Ксюша присылала основу, я не знаю, что это за основа, она писала, но я забыла, как это называется, тоже 25-го каунта. И я решила, что я хочу здесь тоже какой-нибудь примитивчик хэллоуинский вышить. Мне, помимо того, что примитивы хочется вышивать, мне очень хочется вышивать примитивы на тему Хэллоуина. И вот здесь на каждом кусочке я разрезала эту основу, она была достаточно большая, будет 6 персонажей. Вот я начала с персонажа котика. Да, вы на превью видите. И здесь мне, тоже что-то чуть-чуть просвечивает, но не так, как снеговики. Короче, мне кажется, можно считать, что не светит. Я здесь подобрала нитки Анкор, и вот у меня много ниток Анкор, я их все хочу извести, и вот я решила, что идеально будет изводить нитки и пробовать новую основу. Это вот еще один мой примитив. Дальше я решила, что я хочу игольницу квадратную. Там котики. Это все собирается в такую квадратную игольницу. И вот у меня уже первый котик почти виден. Очертания уже понятны. У меня были остатки такие как раз длинные от Евы. Это я начала с кусочка, который пойдет наверх игольницы, потому что там бока вышиваются и верхушка. Вот я начала с верхушки. Достаточно тоже так примитивненько. Потом у меня были овечки в прошлом году, и я подумала, что мне очень-очень понравилась эта тема вышивать по одной работе каждый месяц. И я очень долго выбирала домики, зверушечки, что-то от Совиного леса тоже же есть у них календарики. Но в итоге я выбрала ту же компанию Little House Needleworks, и у меня девушки будут. Вот я первую девушку начала, здесь будет какая-то там зеленуха и месяц написан, но вот у меня первая девушка. Ощущение, это январская девушка, что девушка с бокалом. Попозже мы посмотрим. Я не буду вам пока показывать, или уже, наверное, не знаю. Посмотрим, будет превью или нет. В общем, потом посмотрите, с кем девушка, но кажется, да, что она с бокалом. Что еще из примитивов? Значит, как я вам уже говорила, что я смотрела много Алина. Сиба Стич, Алина, да, Женя и Алина. Я могу перепутать имена, но, в общем, девочки очень много вышивают лонгдоги. И я подумала, что я хочу. Мне тут что-то... В общем, я прислала... Мне девочки в прошлом году, мои подписчицы, присылали много-много этой Аиды. И вот была 18-я Аида, я не помню, честно, кто конкретно прислал огромную такую простынь Аиды. 18-й я на ней начала свой первый лонгдог. Я не помню, как он называется, картинка есть. Вышиваю я нитками DMC, не черными, а это номер 924. У меня его мало, надо докупить. Вот так я начала. У меня в процессе, поскольку там не написано же было, что это 18-я Аида, я померила, 18-я. Но в процессе у меня начался вот этот вот припадок, а вдруг нет. А я начала с угла, а вдруг мне не хватит, а вдруг и вот это вот началось, я пошла в одну сторону, отшила, чтобы померить еще раз, замерить, что все ли совпадает, в другую сторону. Вот по этой причине я совершенно не люблю стартовать. Вот это вот нервозность, что он туда что-то не влезет, как-то я пересчитала неправильно. Вот это вот я все очень-очень не люблю, поэтому старты лучше один раз настартоваться и потом весь год не страдать. Значит, про эту работу как раз я говорила, что если вдруг мне вот это сочетание совсем белоснежного не понравится, я окуну
по заветам девочек в какой-нибудь чаечек, в какой-нибудь отварчик, чтобы оно все приняло некий оттенок, и нитки затонируются, и основа затонируется, и посмотрим, что получится. Но работа здесь очень большая, поэтому до этого еще не скоро руки дойдут. Дальше я подумала, что я хочу, это из примитива все, но я хочу еще начать несколько. У меня была основа заготовлена на один примитив, который я прям безумно хочу начать. Картинку прикреплю. Но я все-таки решила, что мне не сходилась эта основа, это турецкая равномерка, но не та, которая кривая, а другая. Это мне дарила Настюшка. Привет тебе, Настюшка. Но она достаточно мягенькая. В общем, мне цвет не совсем подходил. И по размеру она прям вот, не впритык, но почти впритык. И я подумала, что, не знаю, что-то сомневаюсь. А потом оказалось, что, скорее всего, у меня будет возможность заказать кое-что небольшое. И я закажу на эту работу. И еще я хочу начать, пока не начала, но хотела начать один примитив на новой для меня основе Трента. И я уже все запланировала, отрезала, даже хотела начать, а потом как раз узнала, что все-таки можно будет заказать, а там нужны некоторые специальные нитки. Я думала их заменить, а потом выяснила, что я все-таки, наверное, смогу их заказать. И решила, что они приедут, и тогда я уж их и начну. И еще я хочу одну. Я же очень много всего рыжего накупила из основ. Поэтому я активно думала, куда бы мне их применить, потому что эти все основы хочется пользоваться ими. Здесь будет хэллоуинская тема, и будет такая хэллоуинская подушка. Отрезала, собираюсь начать в ближайшие дни, может быть, сегодня. И опять-таки Хэллоуин. Мне, опять-таки, по-моему, Ксюша присылала лен с разводами 32-го каунта. И я здесь решила начать очередную хэллоуинскую штучечку. Вот такую огромную. И тоже думаю о том, чтобы нитки, там есть нитки с переходом цвета. У меня их нет, но я там что-то выбираю, на что заменить. Может быть, нитки с переходом цвета от DMC, Анкора, может быть, что-то у Совиного леса заказать. В общем, я пока это думаю, но я думаю, что я начну с тех моментов, которые не зашиваются нитками с переходом цвета, а в процессе подумаю. Огромная тоже работа. Дальше я подумала, что я хочу повышивать некоторые работы, авторские схемы. И преимущественно тех дизайнеров, с которыми я не знакома, потому что очень много сейчас дизайнеров. Большинство мне, к счастью, не нравится. Просто не мое, или не нравится, или еще что-то. Или сюжеты не нравятся, или проработка не нравится. Разные причины. И мне очень хотелось начать что-то от Ветланки. Она очень-очень популярна в этом году. Но то, что мне нравится, и то, что мне же хочется еще и оформить как-то это, потому что у нее такие, мне кажется, очень интерьерные дизайны. То, что мне нравится, вышивают все поголовно. Да, это елка и домик. И мне сразу расхотелось, не хочу, потому что, может быть, пройдет время, потому что я не хочу вышивать то, что вышивают все. Мне очень нравится жар-птица, ее вышивала Таша с канала Таша Майская. Очень-очень красиво, она и основу выбрала. Но я как-то не то, чтобы я навышивалась глазами, все-таки жар-птица не совсем моя тема, поэтому как-то я отбросила эту идею. Пока я думаю насчет одной работы, подумаю еще, но пока не начинала. Но может быть, что-то она еще сделает, и не все бросятся вышивать, потому что это меня немножечко отталкивает. Когда все шьют одно и то же, мне, не всегда, но часто не очень это интересно. Еще я думала про схему Дарьи. Я никогда не вышивала ее работы, но очень внимательно слежу за ее разработками, мне интересно. И я купила как раз работу на фабрике желаний. Да, у меня есть «Мастер и Маргарита». Ее, правда, разрабатывала Юля Золотова, она побольше, а эта работа поменьше. И я в целом заготовила на нее основу, помните, я в Америке заказывала.
И подумала, что вот на этой основе она будет неплохо смотреться, и размер у нее будет побольше, потому что это 28-й? 28-ка, ага, ну нет, не побольше, но просто «Мастер и Маргариту» я тоже вышиваю на 28-м, но не будет гораздо сильно меньше. Но пока решила не начинать, потому что, наверное, все-таки закончу «Мастера и Маргариту» сначала или продвину хотя бы, потому что иначе очень всего много, но мне очень хочется повышивать этого дизайнера. Еще думала я насчет домика Бабы Яги. Я знаю, что у него есть фанаты, его просят. Я тоже обработала основу для него. Тоже, видите, у меня зеленые, рыжие, потому что в этом году я что-то накупила именно зеленых и рыжих основ, но они, видите, совпадают с моими желаниями. Отрез как раз не надо было ничего резать, я его обработала, но пока подумаю, потому что все-таки дом Бабы Яги огромный. А у меня очень много больших работ, которые такие детальные, которые не двигаются. Одно дело примитивы, их легко двигать, другое дело все-таки авторские схемы, которые более, наверное, все-таки кропотливые, и на вот эти вот мои иногда такие настроения, не хочу менять нитку часто, они совершенно не подходят. Тем не менее, я начала еще 2 работы по авторским схемам. Первое — это вот очень сильно нашумевшие шмели лаванди. Немного вышло, но тут достаточно частая смена нити. Это я пробую еще и новую равномерку. Новую для меня — это Меран, не знаю, куда ударение ставится. 28-й каунт вроде бы, или 27-й, 28-й, наверное. Очень похож на Еву, но на мой вкус она как-то еще и потверже. Я долго думала в плане выбора основы, потому что зеленый цвет я не нашла. Все вышивают на светлом, белом, светло-сиреневом. И что-то я, либо фотографии какие-то неудачные, я подумала, что вот я попробую на этом. Пока я не уверена, что я очень хорошо выбрала основу, но мне очень захотелось. Я вообще у Амели Стич, по-моему, дизайнер. Сначала мне очень нравились вот эти вот в лаванде и в клевере. Но поскольку их многие вышивали, среди моих подруг, вот у Ксюши Малининой начато, она не дошила, а Эвелина вышила. Я в целом как-то навышивалась глазами, и вообще очень много их было в Инстаграме, там еще где-то. А потом я увидела, у нее есть, по-моему, малина и ежевика. Я поняла, что вот малина и ежевика мне еще больше нравится. Но у меня из купленного, вот это вот мне дарила Ксюша Малинина, а еще я сама покупала маки и васильки. И там есть 2 варианта, либо просто маки, либо маки и васильки. Тоже мне хотелось бы, наверное, их вышить, но решила вот я начать все-таки с лаванды. Ну и так, цветочки я не очень люблю, но надо всегда иметь цветочки в вышивке. Мало ли что. И я очень хотела начать домик. Я не помню дизайнера. Я подпишу, потому что дизайнер мне была незнакома. И она выпустила несколько кругов. И я не хотела покупать, потому что мне как бы сюжет нравился. Но опять круги, надоели эти круги, не хочу круги. Она, видимо, как-то меня, конечно, не услышала, но сделала квадраты. Я сказала, придется брать. Я начала тут совсем немного. Здесь есть крестики в 1 и 2 сложения, полукрест в 1 и 2 сложения. В общем, разнообразие такое. Да, здесь домик в подсолнухах, вернее, не домик, это не в подсолнухах, Закольце, по-моему, называется. Домик, подсолнухи и горы. Я долго выбирала, вернее, недолго я выбирала. Там 3, по-моему, сюжета. Петуха я сразу отбросила. А еще 2 я выбрала, где горы. И я вот думала, я не начала, например, Ксюшин бамболы домик, потому что я подумала, что я вот закончу Ксюшин домик и начну тогда следующий домик. А вот эту я подумала, что это надо будет еще 2 работы Ксюши закончить, поэтому решила начать. Есть у меня еще какие-то работы, которые мне хочется начать, но хочется, знаете, вот скопом начать, а потом долго не начинать. А если сейчас не получится начинать, и не буду. Или вот что-то закончу. Значит, мне еще один из таких целей, не целей, но вот как-то желаний
когда я думаю о том, что я хочу работу какую-то начать, я смотрю на то, что у меня от этого дизайнера уже начато несколько работ. Например, я купила на «Фабрике желаний» схему «Принцессы на горошине» от Чайковской. А у меня от Чайковской начато 2 работы: «Сон о белом кролике» и «Красная шапочка». Обе мне очень нравятся. Но они обе сложные, с очень большим количеством ниток, с очень большим количеством цветов, да, и блендов. Поэтому надо сначала вот что-то вышить, а лучше обе, а потом уже начинать следующее. Поэтому вот такой у меня тоже сдерживающий фактор. Тем не менее, как вы видите, я уже настартовалась прилично. Еще что-то хочу постартовать. И можно было бы сказать, что мой год без стартов вылился вот в безграничное количество стартов, как только проект закончился. Но это не совсем так. Во-первых, я знаю, что я начну новый проект, в котором тоже будет ограниченное количество стартов. А во-вторых, я поняла, что действительно мне так проще. Я лучше начну много, а потом не буду начинать. Потому что в первую очередь мне было интересно в проекте «Год без стартов» понять, смогу ли я. Силу воли вот проверяла. Я вообще люблю очень это дело в разных спектрах своей жизни, да, вот в еде, например, там в вышивке тоже. Поэтому мне кажется, это полезная такая вещь. Но у меня не было цели, да, сильно сокращать процессы, поэтому начала новых. Я, кстати, пока на данный момент, вот, если не считать все, что я еще хочу, сейчас закончу видео и начать, я начала 9, а закончила в прошлом году 10. Так что пока еще баланс соблюден, но можно до 100 добить в целом работы. Есть еще, конечно, некоторые работы, которые мне очень нравятся, которые мне хочется начать. Много наборов, которые, например, у меня был куплен в прошлом году набор от ЛКС. Я не пробовала эту марку вышивать никогда. И, конечно, хотелось бы, но я решила, что нет, потому что она очень-очень большая. И вот если говорить коротко о планах на 2024 год, я буду, да, играть в свою новую игру, о которой попозже я расскажу. Там будет определенная такая ротация, скажем так. Но я хочу больше вышивать примитивов. И я хочу в этом году, да, я хочу стартов тоже хочу. Я хочу финишей. И хочу финишей именно разного размера. Не только маленьких и средних. Я хочу большие финиши. И я себе наметила несколько финишей. И, кстати говоря, я смотрела планы вышивального интроверта Наташи. И Наташа там сделала такой чек-лист на 24 финиша. Я его себе записала и думаю, что я поучаствую. Я так примерно прикинула, что я могу. И думаю, что я тоже по ее. Причем по ее именно, вот что у нее в списке было, прям по ее списку и поучаствую. Наташа, если ты меня смотришь, большой тебе привет. Вот, да, я думаю, что я поучаствую вместе с вами. Поэтому, да, мне хочется финишей и финишей разных. Я запланировала себе прям 2 больших финиша, 1 средний и все остальные совсем средние и маленькие. Но, опять-таки, расскажу об этом чуть подробнее дальше. И вот карту мира я не планирую финишировать в этом году, но планирую ее продолжать продвигать изо всех сил, которые смогу. Но финиш я сомневаюсь. Вот, наверное, такие у меня итоги этого года. Я очень-очень благодарна всем девочкам, которые участвовали, всем девочкам, которые просто наблюдали с интересом, всем моим судьям, которые мне очень помогли, и просто всем зрителям моего канала тоже большое-большое спасибо за ваш интерес. Я надеюсь, что мы увидимся с вами в следующем сезоне. Там, я надеюсь, будет интересно. И, кстати, еще один план, скажем так, на 2024 год. Видите, у меня все планы более-менее размытые, но все-таки я в следующей серии более четко их обозначу. Значит, мне в этом году, в 23-м году, в ушедшем году, стало не настолько... Короче, я соскучилась по хорошему монтажу.
И я думаю, что в 2024 году я, может быть, буду снимать меньше, но хочется, чтобы это было качественнее, что ли. Даже дело не в том, что монтаж вот как от Markits и так далее, нет. Мне не хватало в моих последних видео каких-то более атмосферных съемок моих же дизайнов, дизайнов, которые я вышиваю, какие-то более... В общем, я смотрела в том числе Наташу, да, вышивальный интервет, ее адвент, там все такое атмосферное, все так вот чудесно. Я смотрела и думала, как она еще и успевает вышивать, и снимать, и монтировать, и так красиво снимать, и так красиво монтировать. И вот я подумала, что, наверное, все-таки я хочу меньше снимать, но пусть это будет более атмосферно, и с какими-то там украшательствами и так далее. Поэтому вот еще и такой у меня план именно в плане канала. Ну, еще раз, всем большое спасибо за все. Всех с Новым годом. И увидимся в следующем сезоне, в следующей серии. До новых встреч. Пока.